Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сразу хочу сказать, не обращайте внимания на мой голос, потому что я снова болею. Не знаю, то ли аллергия, то ли простуда. Ну, вот такой голос у меня, насморк, в общем, все прелести. Ну да ладно. Я сегодня все-таки решила полить хвоей, потому что наконец-то вроде потепление у нас очередное. Надеюсь, уже будет настоящее потепление. Вот. И так как решила их полить, заодно и вспомнила про то, что хотела вам еще одну такую часть растений показать, хвой, которые, по моему мнению, хоть и простые, хоть и такие старые сорта, но, тем не менее, очень симпатичные. И особенно для новичков, возможно, будут как раз вот этим стартом в этом хвойном увлечении. Потому что они, правда, классные, вот, и простят вам всякие там погрешности в уходе, но будут вас радовать своими листиками, ну и некоторым цветением. Так, ну сейчас перед вами моя старушка, но очень красивая хвоя, которую я очень люблю. Хвоя Balaensis Splash. Вот. На самом деле сплэша тут не особо много. В принципе, она мне всегда такая была. Вот. Ну, сплэш напоминает вот это вот серенькие, беленькие пятнышки на листьях. Но так у нее прожилки красивые, молодые листики темнее, потом они немножечко становятся посветлее листья. Бывают среднего размера, бывают тут вот и покрупнее. Вот прожилки. Короче, классная. Растет беспроблемно, без всяких досветок, подсветок. У меня еще не цвела, но я думаю, что это потому, что все-таки не так много и света перепадает. Она у меня росла на подоконнике, и листья были светлее. Но мне не очень-то нравится. Я ее поставила сейчас на совсем такое скудное, можно сказать, так освещение. Но зато листья красивые. То есть цветение, не знаю, будет или нет, но листья зато вот такие изумрудные, с прожилками. Они не такие плотные, как у макрофилы, но, несмотря на это, очень красивые. Вот. Ну и сплэш тут кое-где проглядывает. Вот старые листья, они посветлее, видите? В общем, красивый сорт, особенно для новичков. Может, вы не знаете. Обратите внимание. Классная такая. Ну, то есть, с такими сортами я вот, например, все равно не расстанусь. Какие бы они ни были, казалось бы, простецкие. Но зато для озеленения само то. Стоит себе, растет. Никаких танцев с бубнами, ничего не надо. Удобрил хорошо, полил отлично. Ничего этого не сделал, но и так как-то будет. Короче, красоточка. Так, сейчас покажу следующую хвойку. Это хвоя EPC-301. Красотка. Мне она очень нравится. Мне кажется, что это что-то из акут или вертицелат, потому что, ну, листья мне похожи. Тоже у меня пока не цвела. Видела у девочек уже цветение было. То, да, цветение как у вертицелаты. Посмотрите на эти листья. Ну, красота. Абсолютно беспроблемная. У меня она... Ну, вы, наверное, видели, если смотрели обзор моего подоконника, она у меня вот так вот свисает в подвесном горшке. Тоже прощает, если я ее подсушу, потому что, ну, вроде как вижу ее всегда перед глазами, но пропускаю. В общем, единственное, может потом листики начать желтеть. Именно не так, как при заливе, а именно, ну, вот так вот. Вот так выглядит, если я пересушила ее. Вот. В общем, красотка, как вы видите. Ну, для меня красотка. Тоже есть прожилки, тоже есть серебринка. Листики могут быть вот такие огромные и поменьше. Тоже рекомендую для новичков, кто хочет поучиться с хвоями обращаться. Такие вот, как и эта хвоя, и Balaensis, и остальные, которые я покажу, в принципе, нормально. Красота. EPC-301, напомню. А это хвоя, которая меня удивила. Ну, я ее показывала уже. Удивила вот таким вот листом, например. Смотрите, размер. У меня большая ладонь, реально большая. И этот лист вот на мою ладонь. Это Macrophylla Snow Queen, снежная королева. Она росла у меня на подоконнике, ей там было светло. Листья у нее были светлые, вот там вот видно еще старые листья. И как-то мало было сплэша. Ну, я как-то подумала, думаю, ну как-то что-то не то. По сорту должен быть серебряный, вот такой вот, серебряные пятнышки. Я ее поставила вдали от окна, но там еще лампа досвечивает. Сначала листья у нас были вот такие, немножко покрученные.
уже со сплэшем. Ну, а сейчас уже ситуация получше. Вот лист. Вот это все под лампой этой. Ну как, тут попадает свет от окна частично. Ну, еще такая лампочка досвечивает. Но сейчас она мне очень нравится. Очень. Несмотря на немножко покрученные листья. Вот. Сорт очень простой, легкий, в принципе. Также прощает все. Ой, так мне нравится. Вот еще такой светлее листик. Прощает мои пересушки. Листья выдает крупные, красивые. И да, получается, ей не нужно много света. Да, кстати, видела там вопрос в группе, да и мне как-то задавали такие вопросы, можно ли хуи выращивать на подоконнике на прямом солнечном свете. Нельзя. Вернее, нужно притенять. Хотя бы, не знаю, какую-то шторочку наклеить или какую-то притеняющую какую-нибудь сеточку, потому что иначе они у вас будут гореть постоянно. Потому что листья у них все-таки нежные. Если даже суккуленты умудряются гореть, да, на прямом солнечном свету, даже через стекло, то хвои будут гореть. У меня так попадала моя эллиптика Small Dark Leaves, ну, с маленькими темными листьями, эллиптика тоже со сплэшем, как эллиптика сплэш, но листья были поменьше. И вот она у меня стояла на подоконнике, вроде все хорошо, и я пропустила момент, когда солнышко хорошенечко так вжарило, и она прям, она как побелела, очень сильно подгорела, а сгореть вообще прям может. То есть надо, конечно, хвои приучать, особенно те хвои, которые загорают. То есть загар — это же их защита от прямого солнечного света. Но все равно, если прям у вас южная сторона и хорошо так жарит, если даже они не сгорят в пыль, то они будут некрасивые. Они будут светлые, особенно те сорта, у которых прожилки, особенно те сорта, у которых вот такая вот темная листва, например, она на свету будет, конечно, не такая, она будет светлая. Листья будут светлые. Но на свету зато зацветают хвои быстрее и лучше. Вот так вот. Так что, если вы собираетесь на подоконнике именно таком южном, очень солнечном выращивать, обязательно притеняйте. Вот так вот. Ну, у меня первый этаж, и сверху у меня балкон соседский, поэтому у меня таких проблем нет. У меня именно летом солнце, именно полуденное, такое вот жаркое, оно закрывается балконом верхним. Так, ну все, поехали дальше, а то прям долго показываю вам. Блин, они такие классные, надо так вот залипаю, смотрю на вот эти вот все изумрудные листья, такие классные. Казалось бы, ничего такого, да? Ну что, зеленый лист, ну пятнышки есть, но они такие все красивые. Да, это цветанутость. Все, поехали дальше. Ну, этот сорт, я думаю, знают даже те, кто не знает, что такое хуй, потому что голландцы возят часто такие красивые варигатные хойки. Это Карноза Crimson Queen. Я ее обожаю, и я от нее, конечно, тоже никогда не откажусь и не избавлюсь в угоду каким-то там модным новым сортам. Она очень классная, тоже листья у нее бывают крупные. Из-за того, что вот сейчас не было много солнечного света, она у меня на подоконнике, то молодые листья не такие розовые. Бывают они прям розовые-розовые. Вообще классная-классная. В общем, очень ее тоже люблю. Ну, не знаю, что еще про нее сказать. Вот, смотрите, листья такие. Тоже для новичков шикарно. Ну и даже не для новичков. Если вы хотите просто, чтобы... Ну, у меня она вот свисает, я же говорю так, чтобы ампельное красивое растение варигатное было у вас на подоконнике. Пожалуйста, вот такая хоя вполне себе подходит. Очень красивая, неприхотливая. В общем, если всякие вот эти вот современные, как там, Сьюзи Кью и прочее, они, безусловно, очень красивые. Конечно, они более шикарные, но они более капризные. Ну и дороже, конечно, стоят. То эта красотка, вот, пожалуйста. И будет вам счастье. Все, разрекламировала. Ну, так же, как и это, конечно, Карноза Триколор. То есть у нее варигатность наоборот. Но у меня сейчас дома нет большой. Она у меня в другом месте. Потом как-нибудь покажу. Кстати, вот такие еще листья она выдает. Как и другие есть сорта, но вот Crimson Queen этим грешит, скажем так. Бывает, что даже плеть выдается такими белыми листьями. Если растение большое и плеть с такими белыми листьями, в принципе, можно оставить. Если растение небольшое и много абсолютно белых листьев, обрезайте, потому что они только тянут соки с обычных листиков. Вот.
это не есть хорошо. Ну, когда вот такой вот один листик, конечно, его трогать не буду. Он со временем засохнет, потому что он абсолютно бесхлорофильный. Ну да, нет там хлорофилла вообще. А бывает прям плеть целую выдает, тогда, да, нужно срезать и выбрасывать, потому что такие плети не растут дальше. Если даже и укоренятся, то ничего с них толкового не будет, если абсолютно нет зеленого цвета. Так, ну все, еще поехали дальше. Ну, а это моя Хоя Карноза Серый Призрак или Грей Гост. Тоже считаю ее красивой, недорогой, вот, и достаточно неприхотливой. Ну, то есть мне повезло, со второго раза я, когда черенок покупала, то второй раз у меня удачный. И это именно тот клон, наверное, который достаточно быстро растущий. Ну, она бы была у меня, конечно, намного больше, потому что просят. Я срезала. Ну, вот у нее сейчас все в молодых вот побегах. Вот тут тоже. Вот это новые абсолютно листики. Тут. В общем, классный сорт. Для меня он не хуже, чем как там, Нова Гост. Вот. Красивая, классная Хоя. Вот так вот. Тоже. Если вам повезет, скажем так, приобрести черенок с такого растения, именно не тугодумного, потому что первый у меня сидел укорененный, пока не помер. Ну, а вот такой растет беспроблемно. Вот. Так что, если вам повезет приобрести такой черенок, то будет она вас радовать. Такая красоточка. Конечно, Нова Гост, она другая, и, безусловно, очень красивая. Ну, и это мне очень нравится, а цена у них существенно отличается. Вот так вот. Так, поехали дальше. Ну, а это моя красотка Хоя Вителина Сплэш. Я ее обожаю. Растет она не быстро, я бы сказала. Ну, или в моих условиях так получалось. Но она очень красивая. Ну, очень. У нее и серебро на листьях, сплэшная заливочка. И при хорошем освещении, обратите внимание, у нее такая вот темная кайма. В общем, очень красивая. Листья бывают прям лопухи, огромные. Это край листика, представляете, не заметила, он у меня был в грунт опущен. И немножко он подпортился. Ну да ладно, это старый листик, пусть растет дальше. Так, вот это молоденький. Красота. Я ее обожаю. Она у меня была, конечно, больше. Тоже просили, срезала. Ну, сейчас буду все отращивать. У нее даже вот есть цветонос, который типа цвел. Но я ни разу не видела. Наверное, обсыпались бутончики. Не знаю, не наблюдала. Стоит она у меня там в углу стеллажа. Вот, поэтому можно позволить себе такое ведерко. Его все равно не видно. Вот, тоже сейчас уже потеплело, и буду подливать водичку туда вниз. Ну, как фитильный полив, как я рассказывала. Вот, чтобы реже туда лазить, поливать. Ну, а так сорт бесподобный. Говорю, растет не очень быстро. Ну, у меня, опять же повторюсь. Но красивая. Сорт старый, но проверенный. Ну, не знаю, что еще сказать. В общем, красотка. Смотрите. Может, вам тоже понравится. Ой, классная. Ну, каждый лист индивидуальный. То есть вот реально можно разглядывать. Каждый листик можно разглядывать. На этих хоях такое залипательное зрелище. Ой, красота. Буду надеяться, что сейчас вот с теплом, с весной она у меня хорошенечко обрастет, потому что побеги вот тут некоторые срезают вот эти плети. Ну, я пока не срезаю, но тоже, когда потом терпение лопается, я срезаю и жду, пока пойдет с узлов новый рост. Ну, пока не трогаю. Ладно. Красоточка. Вителина Сплэш. Ну и куда же хотя бы без одного из крокодилов? Это простые крокодилы. Это Хоя Финлайсони. Но, несмотря на типа простоту и старость этого сорта, она бесподобная. Вот, смотрите. Ну какая же красота. Всю зиму она у меня практически сидела. Листья у нее такие старенькие. Не обрезаю, но такие страшненькие. И, наконец-то, тронулась красиво в рост. Вот это вот новые листики уже мы нарастили. Вот здесь вот все в новых листиках. Поэтому, конечно же, кто у меня спрашивал, пока ничем поделиться не могу. Это одна из моих Финлайсони. Есть у меня еще одна.
но она отличается. Но эту я прям обожаю. Это тоже одна из моих старушек. Вот. Тоже ей года... Ну, этот сорт у меня года уже 4, наверное. Не знаю, как-то надо будет заглянуть в мои видео, да посмотреть вообще, сколько лет Хоя. Вот такая красотка. Я очень люблю Финлайсони, очень люблю крокодилов, я вам говорила. Сейчас у меня крокодилы, конечно, посерьезнее, ну и как бы есть подороже, например, клеменсиорумы, но все равно от таких красавиц я не откажусь, потому что они, ну, очень такие яркие, красивые, бесподобные. А для новичков вообще самое то, вот на них учиться, скажем так. Листики плотные, полив с частичной такой просушкой. Залив не любят. Растут, ну как трогается уже в рост, растет быстро. Вот. Сейчас пока только раскачивается. Вот такая красота. Ну, еще одну покажу вам Хою на закуску, скажем так, которую тоже я считаю такую из простых, ну да, из недорогих, но эффектных. Это вот эта вот мелкашка Хоя хеушкилиана варигатная. Вот так вот она у меня растет. Я показывала этот вазончик, и тут вообще-то растет два сорта Хой. Это хеушкилиана, вот такой монстрик, ну, относительно. То есть растет она как бы ну, достаточно быстро, я бы сказала, при хороших условиях. Вот. И нормально, стабильно. И с ней же рядом вот это чудо, это валениана. Это все, что от нее тут осталось. Вот такой один маленький кустик. То есть вот это оно, вот это валениана. Но ее тут практически уже нет, потому что хеушкилиана оказалась таким своеобразным агрессором. То есть она захватила себе большую площадь. Ну ничего, я потихонечку эту валениану состригала, пересаживала отдельно. И получается, да, вот спрашивали меня, можно ли... Ой, это грязный лист, господи. Можно ли сажать разные сорта хой в одну емкость? Ну вот как видите, можно, пробовать можно, но не всегда это будет классно для них. Кто-то, возможно, кого-то придушит. Вот в моем случае я вижу, реально вижу, что хеушкилиана оказалась посильнее, чем валениана. Ну, будут расти, конечно. Вот этот черенок будет с ней расти, будем наблюдать дальше. Но вижу, вот эта вот красоточка, конечно, распушилась. При том, что я срезала с нее черенки. Вот. Ну, она вот растет красотка. Растет она под лампой на стеллаже. Классная. Тоже из таких уже простых, недорогих. Ну, для новичков, да не, ну подходит. Нормально она укореняется. Если по сравнению с валенианой, то это попроще намного будет. Валениана бывает капризничает, варигатная. Ну вот так вот, как-то так. Вот такой обзор очередной моих достаточно простых, но симпатичных хой. Вот, надеюсь, вам понравилось. Вот, надеюсь, открыли, может, для себя что-то новенькое. Не то чтобы новый сорт, но как-то посмотрели, может быть, с другой стороны, вот, как выглядят экземпляры. Я нигде не говорю, что у меня прям супер-пупер экземпляры, красивые, там, показываю вам все, показываю плохие листики, показываю, как бывает, и свои огрехи рассказываю, показываю. Еще пару слов, опять же, про обработки. Меня опять спрашивали. Я 150 раз повторяю, что я боюсь больше всего, вернее, провожу системные обработки. Это от вредителей, насекомых. И проливаю грунт, потому что так проще. Потому что при таком количестве, вот смотрите, какое количество растений, вот вам показываю, я не смогу их всех таскать в ванную, допустим, и обрабатывать еще и по листу каким-нибудь, особенно если еще отдельно инсектицидом от насекомых, потом отдельно от клеща акарицидом, и еще от грибковых всяких заболеваний. Поэтому я иду по такому пути наименьшего сопротивления. То есть есть системные только препараты от насекомых и от грибковых заболеваний. Вот ими я могу пролить грунт и относительно быть спокойной. Касательно других всех вредителей, типа клещей, конечно же, я буду проверять, смотреть. Ну вот на хоях никогда не видела, еще раз повторю. Но я постоянно на чеку. Я же их не бросаю там на месяц, не уезжаю. Вот так вот. Обрабатываю актарой. Проливаю грунт 2 раза в год, потому что живу на первом этаже, окно у меня весь теплый сезон постоянно открыто на проветривании. Я реально боюсь, что что-то залетит. Еще бывает, обрабатываю фунгицидом. Бывает, ну, наверное, где-то раз в год. Да, ну вот я обрабатывала осенью.
Это, опять же, системным фунгицидом, тоже для перестраховки. Ну и опять же, когда вижу, вот вижу, что-то мне не нравится, особенно в межсезонье начинает не нравиться, когда портятся листики не потому, что вот я говорю, он был опущен в грунт, я его только что тут достала, вот, а когда вот такой вот вижу, допустим, на листиках там что-то это, и я начинаю немножко переживать. И опять же, из-за количества растений в своей коллекции я беру и проливаю каким-нибудь системным фунгицидом. Например, Скор есть такой, есть Фундазол. В общем, сейчас ассортимент огромный. Огромный. Вот. Можно, конечно, ничего этого не делать, если вы не приносите новые растения, если вы живете там, ну, не знаю, на высоком этаже. Пожалуйста, просто осматривайте это и все, и будет вам счастье. Все, что хотела показать, рассказать, выполнила. Всего нам самого хорошего, скорейшей победы нам, мира, чтобы закончилось все это, весь этот ужас, потому что ночью опять нам было, в кавычках, весело. Все, всем спасибо за просмотр. До встречи в новом видео.